Доброго времени суток, друзья! Рада приветствовать вас на своем канале, посвященному изучению психологии. Сегодняшняя лекция будет из блока «Введение в психологию. Виды и формы познавательной психологической деятельности». Так, значит, тема лекции «Составляющие деятельности и ее характеристики». Цель данной лекции – формирование системы знаний о составляющих деятельности, ее строении, умение проводить анализ деятельности. Рассматриваемые вопросы. Понятие «деятельность», подходы Рубинштейна и Леонтьева. Два типа анализа. Составляющие деятельности и ее характеристики. Основания введения понятия деятельность. Строение деятельности человека. Основные виды деятельности. Понятие деятельность. Подходы Рубинштейна и Леонтьева. Деятельность – это специфический вид активности человека, направленный на познание и творческое преобразование окружающего мира, включая самого себя и условия своего существования. Рубинштейн. Деятельность – это единица жизни, опосредованной психическим отражением, реальная функция которого состоит в том, что оно ориентирует объекта в предметном мире. Леонтьев. Два типа анализа. Первый тип анализа можно обозначить как технологический анализ, так как в нем рассматриваются условия и алгоритмы достижения заданного конечного результата активности или подхода, в котором главное место занимает технология достижения промежуточных и конечного результата. В этом подходе деятельность выделяется по факту предметно наполненной социальной преобразовательной активности, сознательно регулируемой деятельности, учеба, работа стольваром, трактористом, пилотом, ученым и так далее. Второй тип анализа, предложенный Леонтьевым, направлен на выявление и описание той активности, где не только достигается предмет потребности, но которая переживается самим субъектом как часть его жизни, как активность, отвечающая его жизненным интересам. Именно в такой активности человек развивается как личность, как социальное существо, формирующее высшие психические функции. Этот тип анализа уместно обозначить как смысловой анализ деятельности, поскольку он выводит на особенности мотивационной сферы и личности. Составляющие деятельности и ее характеристики. Первая объективная составляющая деятельности. Содержание активности, отвечающей предмету потребности и промежуточным результатам. Содержание, связанное с факторами или условиями, влияющими на выбор целей и способа действий и их осуществления. Второй объективной составляющей деятельности является объективная структура деятельности как целостной, малярной, целенаправленной активности, включающей деятельность как целостную, содержательную активность, действия как составные звенья деятельности, операции или частные действия как более мелкие звенья действий. Третья составляющая деятельности должна быть представлена субъективным составляющим деятельности, среди которых необходимо выделить
причинные составляющие, потребности, ценности, мотивы, цели, ориентирующие составляющие, знания, образы, ситуации и мира, регулирующие составляющие, эмоциональные состояния, индивидуально-психологические особенности субъекта, исполнительские составляющие, умения, способности решать задачи и исполнять решения, характеристики деятельности. Предметность деятельности – это ее главное качество. Она определяется, во-первых, конечным и промежуточным предметами активности, во-вторых, различными факторами, условиями, влияющими на выбор способа деятельности и осуществление соответствующих действий, направленных на достижение цели. Предметность деятельности обозначает, что субъект должен подчиняться в своей активности предмету, то есть конечному результату деятельности, а также промежуточным результатам действий, и учитывать при выборе способов деятельности и действий внешние предметные условия. В своей деятельности субъект вынужден учитывать свои физические возможности и функциональное состояние, а также поведение других живых существ из своего вида и других видов, знакомых и незнакомых, коллег по совместной деятельности и других. В совместной коллективной деятельности людей человек обязан подчиняться общей цели и учитывать активность других людей, их усилия по достижению общего результата. Кроме того, человек должен учитывать требования моральных норм общества, в котором он живет и действует, законы, регулирующие ответственность за какие-то действия, правила поведения среди других людей и правила использования опасной техники. Осуществление деятельности зависит от субъективных составляющих, мотивирующих и регулирующих действия субъекта. Из внутренних субъективных составляющих при технологическом анализе на первое место выходят знания и умения человека решать различные задачи и исполнять решения, поскольку их вклад в успех деятельности самый заметный. Среди умений субъекта первое место занимают умение находить решения задач, умение планировать и управлять деятельностью, умение управлять или владеть орудиями труда, в том числе сложными машинами. Ситуация в психологии. В начале XX века стало ясно, что психика человека и животных связана с их образом жизни. Голландский антрополог, психолог и физиолог Бейтендак описал связь активности поведения и степени развития нервной системы и психики у животных. На низших ступенях развития психики стоят неподвижные и малоподвижные животные. На высших – стадные животные, особенно хищники, и животные, использующие локомоции для добычи и обработки пищи. В настоящее время это понятие наполняется в психологии, социологии и философии различным содержанием. Во-первых, такой термин используется как методологическая категория, принцип, которая лежит в основе деятельностного подхода в психологии. Развитию этого подхода послужили работы Леонтьева по смысловому анализу деятельности, где последняя выступает средством анализа активности человека. Во-вторых, этот термин
используется частью авторов как обозначение специфически человеческой, социальной, преобразующей, чаще всего трудовой активности человека и общества в целом. Строение деятельности человека. Причиной, побуждающей человека к деятельности, является потребность. Потребность – это исходная форма активности организмов, состояние объективной нужды организма в чем-то, что лежит вне его и составляет необходимое условие его нормального функционирования. Мотив – форма проявления потребности или опредмеченная потребность. Органические мотивы направлены на удовлетворение естественных потребностей организма. Функциональные мотивы удовлетворяются с помощью разного рода культурных форм активности, например, игр или занятий спортом. Материальные мотивы побуждают человека к деятельности, направленной на создание предметов домашнего обихода, различных вещей и инструментов, непосредственно в виде продуктов, обслуживающих естественные потребности. Социальные мотивы порождают различные виды деятельности, направленные на то, чтобы занять определенное место в обществе, получить признание и уважение со стороны окружающих людей. Духовные мотивы лежат в основе тех видов деятельности, которые связаны с самосовершенствованием человека. Действия бывают предметные. Это когда их объектом является предмет, вещь. Умственные. Это полностью выполняются на внутреннем плане. Перцептивные. Это действия восприятия действительности. Мнемические действия запоминания, сохранения, воспроизведения информации. Мыслительные действия, связанные с решением мыслительных задач. Имажитивные действия создания образов воображения. Речевые – это действия по оформлению и выражению мысли. Соматические – внешние телесные действия, а также непроизвольные физиологические реакции организма. Выразительные – это мимические, кинестетические, визуальные действия, демонстрирующие состояние человека, его отношение к происходящему. Операция – это способ осуществления действия. В качестве средств осуществления деятельности для человека выступают те инструменты, которыми он пользуется, выполняя те или иные действия и операции. Развитие средств деятельности ведет к ее совершенствованию, в результате чего деятельность становится более продуктивной и качественной. Соотношение внешней и внутренней деятельности. По Леонтьеву различают внешнюю и внутреннюю деятельность. Внешняя – это деятельность с предметами материального мира или их обозначениями. Она называется, соответственно, материальная или материализованная. Внутренняя – это деятельность на уровне сознания в идеальном плане, оперирование образами, символами, идеями. Интериоризация – это переход, в результате которого внешние по своей форме процессы преобразуются в процессы, протекающие в умственном плане. При этом они подвергаются специфической трансформации, обобщаются, вербализируются, сокращаются и, главное,
становятся способными к дальнейшему развитию, которое переходит границы возможностей внешней деятельности. Экстериоризация. Обратный процесс. Перевод внутреннего действия во внешний план. Основные виды деятельности. Общение. Первый вид деятельности, возникающий в результате индивидуального развития человека и состоящий в обмене информацией познавательного или аффективно-оценочного характера. Функциями общения являются формирующее, прагматическое, подтверждающее, межличностное, информационное, внутриличностное. Игра – это особая сфера человеческой деятельности, в которой человек не преследует других целей, кроме получения удовольствия. Это деятельность, не дающая материального результата. При этом игра есть осмысленная деятельность, то есть совокупность осмысленных действий, объединенных единством мотива. Рубинштейн. Существует несколько типов игр. Индивидуальные, групповые, предметные, сюжетные, ролевые, игры по правилам. Учение – это специфическая деятельность субъекта, непосредственной целью которой является научение, освоение определенной информации, действий, формы поведения. Учение включает в себя усвоение информации, продукт этого процесса – знания. Освоение приемов, продукт этого процесса – навыки. Овладение способами, продукт этого процесса – умения. Учение имеет место там, где действия человека управляются сознательной целью усвоить определенные знания, навыки, умения. Труд – это деятельность, направленная на производство определенных общественно полезных продуктов, материальных и идеальных. Решающей чертой труда, которая в корне отличает его от простого присвоения продуктов природы, является то, что труд связан с изготовлением и применением орудий, то есть использованием воздействия одних вещей на другие. Данная лекция подошла к концу. Если вам понравилось и было полезным, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход следующей лекции. Всем всего хорошего!